Мы дошли до буквы «Т» и приехали сюда, в центр Москвы, в старый район Москвы. «Т» – это Третьяковская галерея. Москвичи называют ее между собой просто Третьяковка. Третьяковская галерея – музей относительно молодой. Ему немного больше, чем 150 лет. Но для Москвы это музей очень значимый, очень важный, потому что конец XIX века – это время, когда культурной столицей был Петербург, и большинство музеев России были в Петербурге, а в Москве художественных музеев практически не было. Поэтому москвичи так ценят Третьяковскую галерею, так ее любят и приходят сюда очень-очень часто. Почему художественная галерея называется Третьяковская или Третьяковка? Связано это, конечно, с тем человеком, который собирал первые картины и который, собственно, создал этот музей. Создатель Третьяковской галереи Павел Третьяков. И в честь его, очень логично, музей стал называться Третьяковская галерея, галерея Третьякова. Вот памятник перед входом в галерею, перед входом в музей Павлу Третьякову, основателю галереи. Павел Третьяков увлекался русским искусством. И первые две картины, с чего, собственно, начался музей, он купил именно русских художников. И потом он покупал много этих картин, он приезжал к своим современникам, русским художникам, в мастерские и прямо там на месте покупал картины. Он покупал большие коллекции. Павел Третьяков увлекался именно русской живописью. Это важно, потому что у него был брат Сергей, который увлекался западноевропейской живописью и собирал совершенно другие картины. Павел Третьяков покупал свои картины везде, и поэтому его коллекция росла и стала совершенно огромной. Его интересы были от русской иконы до современных ему художников. Братья Третьяковы были из купеческой семьи, то есть из семьи бизнесменов, если говорить современным языком. Бизнес их был ткацкий, они делали ткани. У них была фабрика в Костромской области, эта фабрика приносила деньги, и эти деньги братья тратили на искусство, потому что именно искусство их интересовало в жизни. Они были людьми очень культурными, образованными, и делали это, собственно, не только для себя, а для того, чтобы потом этим искусством поделиться и с москвичами, и вообще со своей страной. И поэтому практически через 10 лет после покупок первых картин, когда коллекция уже стала очень большая, Павел Третьяков вот здесь открыл двери своего дома, где были эти картины, для того, чтобы показать эти картины публике. В 1992 году, незадолго до смерти, Третьяков подарил всю свою ценную коллекцию городу Москве. И к этому времени для огромной коллекции Третьякова уже построили специальное музейное здание, потому что в доме уже, собственно, места не было. Когда-то Третьяковская галерея занимала только одно здание, а сегодня это большой музей, который занимает целый комплекс зданий. И, конечно, первое здание, самое старое, оно называется «Старая Третьяковка», потому что оно было первым. В старом здании Третьяковской галереи можно увидеть произведения с XI века до XX века. Это русское искусство, как я уже сказала. Иконы, фрески, мозаики, картины, скульптуры, чего только нет в Третьяковской галерее. И дети
школьники, москвичи и не только москвичи приезжают на экскурсии, когда они совсем еще маленькие, для того, чтобы начать знакомство с русским искусством именно с музея Третьяковской галереи. А потом сюда они уже приходят как родители, потом как бабушки, очень много туристов. Вот вы видите, люди все время продолжают идти в Третьяковскую галерею. Но фонды музея очень большие, поэтому даже здесь, в старой Третьяковке, построили совсем недавно новое здание. Вот вы его видите с другой стороны. Это здание, которое называется инженерный корпус. Это тоже часть Третьяковской галереи. И там проходят временные выставки, потому что должно быть место и для современного искусства, которое бы показывало москвичам, что происходит сегодня. Старая Третьяковка представляет в основном старое искусство. Но жизнь идет вперед, искусство развивается, и что же делать? Куда поместить произведения современного искусства? Это поняли уже в советское время и решили эту проблему исправить. Как? Построить новое здание, конечно. В Лаврушинском переулке, где находится старая Третьяковская галерея, места уже не было. И тогда выбрали новое место, тоже в центре Москвы, вот здесь, на берегу Москвы-реки, и, кстати, в том самом районе, где тут недалеко родился Павел Третьяков. Строили новое здание, и как потом назвали его, новую Третьяковку, достаточно долго. Ну, теперь, вы видите, мы имеем здание галереи, где размещена экспозиция русского искусства XX и XXI века. Это современная экспозиция, музей современного русского искусства. Новая Третьяковка – это современный музей, и как хороший, качественный современный музей – это целый культурно-образовательный центр. Экспозиция там огромная, и обойти этот музей даже за один день невозможно. Но можно прийти сюда несколько раз, и стоит это сделать, конечно, несколько раз. Потому что здесь проходят конференции, здесь проходят лекции, здесь можно посмотреть современное кино. То есть это настоящий центр современного искусства. Почему еще стоит заглянуть в новую Третьяковку? Потому что, вы видите, расположена она в прекрасном месте, в очень красивом и тоже современном парке, который вы сейчас увидите. Кстати, хочу напомнить, что у Третьяковской галереи есть очень хороший сайт с видеогидом, где вы можете посмотреть объекты музея и походить на виртуальную экскурсию. Но в парк, конечно, лучше ходить в реальном времени, а не виртуально. Парк, где стоит новая Третьяковка, это непростой парк. Он не только современный и красивый, но это парк-музей. Вы видите, что здесь не только красивые цветы, лавочки, но здесь находятся скульптуры. Скульптуры разного времени и разных эпох. Есть старые скульптуры советского периода, исторические артефакты, а есть совсем современные скульптуры. И люди, которые уехали из Москвы или не были в этом месте уже в течение 20 лет, они ничего здесь не могут узнать. Так изменилось это место, так изменился парк, так изменился здесь берег Москвы-реки. Сегодня огромное количество людей приходит сюда отдыхать и наслаждаться искусством. Надеюсь, вы тоже присоединитесь в один прекрасный день к ним. Пока, до следующей буквы.